Сырное суфле. Настоящий французский рецепт, который передается от матери к дочери уже много поколений. Если вы уже пробовали французские суфле, то этот рецепт удивит вас своей простотой и вкусом. Если же вы никогда не пробовали сырных суфле, то я вам рекомендую начать именно с этого рецепта. Несколько совсем простых ингредиентов и совсем чуть-чуть техники, и я вам обещаю, вы удивитесь красотой и вкусом вашего сырного суфле. Рецепт изумительного французского сырного суфле, который подается с зеленым салатом, ждет вас на канале «Вкусная Франция». Вы готовы? Тогда поехали! Всем любителям вкусно приготовить доброго времени суток! Меня зовут Татьяна, и вы находитесь у меня на кухне на юге Франции. Здесь мы готовим исключительно французские блюда. От блюд, подсмотренных у титулованных шеф-поваров гида Мишлен, до семейных традиционных рецептов. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то как раз сейчас самое время это сделать. Сегодня мы готовим традиционный домашний рецепт сырного суфле. Подробные пропорции ингредиентов этого рецепта будут даны в описании к этому видео. Вы увидите, что от количества человек пропорции слегка меняются. Поэтому не записывать, не высчитывать вам ничего не придется. Для этого рецепта вам понадобится тертый сыр, грюйер или эмменталь, мука, сливочное масло, белки, желтки, молоко и соль. В маленькой кастрюле без антипригарного покрытия мы растапливаем наше масло. Масло должно полностью растопиться и пойти пупырышками по всей поверхности. По-французски мы говорим, что масло должно побелеть. Я чуть-чуть понижу температуру. На среднем огне мы будем постепенно всыпать муку и хорошенько перемешивать. Делать это можно деревянной лопаткой или венчиком. Я начинаю с лопатки. Вся мука и масло перемешались. Теперь на также небольшом огне мы будем как бы варить масло и муку несколько минут. Я думаю, 1-2 минуты хватит, если вы делаете рецепт на 2 человека. Масло и мука как бы сушатся. Помешивать нужно постоянно. Все, теперь наше масло и мука достаточно прожарились. Я буду постепенно вливать молоко. И также мешать. Постарайтесь избежать комочков в бешамеле. Вот на этом этапе можно тоже делать венчиком. Но мне лично венчиком не очень удобно, потому что вся бешамель оказывается внутри. Вот такая гладенькая у нас получается бешамель. Мы практически влили уже все молоко. Как я говорила, ингредиенты все будут даны под видео. Бешамель может показаться жидкой, не пугаемся. Так ей нужно будет еще вариться примерно 5 минут. Вернее, даже не примерно, а 5 минут. И она успеет загустеть до нужной ей кондиции. 5 минут прошли. Наша бешамель получила нужную ей консистенцию. Без единого комочка.
И чтобы узнать, что ваша бешамель действительно готова, перестаньте мешать. На поверхности бешамеля должны появляться как кратеры. Надеюсь, что видно. Когда бешамель делает глюк-глюк-глюк, значит, она готова. Стеклянное или керамическое блюдо, которое впоследствии вы поставите в духовку, я положила 2 желтка. И туда же вылью и перемешаю нашу готовую бешамель. В последний момент нам нужно будет взбить наши белки. Каждый взбивает как и чем ему больше нравится. Я всегда добавляю щепотку соли. И прошу у моего молодого человека заняться белками, потому что в нашей семье кухня – это семейное занятие. А, ты мадам Кеда. А, ко мне все пришли. Оп-оп-оп, вся семья в сборе. Ку-ку. Ку-ку. Пока белки взбиваются, я включу духовку и разогрею ее на 180 градусов Цельсия. Белки взбиты, и мы будем постепенно вмешивать взбитые белки к нашей бешамели с желтком. Как обычно, стараемся осторожно вмешивать наши белки, чтобы их не сломать. Теперь осталось слегка посолить и вмешать наш тертый сыр. Весь сыр вмешан, и нам нужно сразу же поставить наше блюдо в разогретую духовку. Если вы хотите удивить своих гостей шикарным суфле, то приглашайте исключительно пунктуальных людей, потому что эффект, как говорится во Франции, вау, к сожалению, слегка опадает со временем. Через несколько минут мы вынем наше суфле из духовки, и вы увидите, насколько красивым он будет, но со временем он слегка опадет. Подается сырное суфле просто с зеленым салатом. Листья салата я подготовила заранее. Сейчас быстренько сделаю винегрет. Винегрет – это самая используемая заправка к салатам во Франции. Рецепт этой заправки будет на канале «Вкусная Франция» в скором, я думаю, времени. А пока просто быстро базовый семейный рецепт винегрета – это соль, перец и примерно на 1 столовую ложку уксуса, только не белого, уксус яблочный, винный, херес. Можно, в принципе, для любителей использовать бальзамический уксус, но он сладкий, можно чуть побольше его. И на, значит, 1 столовую ложку уксуса 2-3 столовых ложки растительного масла, тоже любого, какое вы предпочитаете. Все это перемешали, заправили салат и подаем с нашим сырным суфле. В зависимости от вашей духовки и нагрева, классического или конвекторного, сырное суфле проведет в духовке от 35 до 45 минут в случае, если вы делаете блюдо на 2 человека. Но время, проведенное в духовке на 3, 4 и 6 человек, я также укажу под видео. Вот так поднимается наше суфле. Оно практически готово. Будем сейчас доставать.
Вот такое у нас получилось суфле. Давайте пробовать. Итак, вы видите, что он начинает уже опадать, но это ничего страшного. Это семейное блюдо. Оп. Вот таким образом. Мы положим его на тарелочку. Горячее, сильно. И отведаем. По-моему, наше сырное суфле получилось. По традиции мы пойдем ужинать без вас, а вам я советую приготовить такое же сырное суфле для ваших близких. Всего вам доброго и бон аппетит! Пока-пока!